Гвардиола подготовил для Манчестер Сити трансфер за 120 миллионов евро. Английский клуб Манчестер Сити занимается поисками полузащитника. По информации испанских СМИ, главный тренер горожан Пеп Гвардиола считает целесообразным приобрести талантливого полузащитника Брайтона Карлоса Балеба. Пеп попросил у руководства клуба выделить на этот трансфер 120 миллионов евро. Именно такой ценник установил Брайтон. В прошлом сезоне Балеба провел 40 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Фенербахче хочет взять в аренду украинского вратаря Реала Андрея Лунина, сообщают турецкие СМИ. По данным источников, турецкий клуб интересовался условиями контракта игрока. Ранее была информация, что Лунин решил остаться в Реале и бороться за место основного вратаря Стиба Куртуа. Контракт 26-летнего игрока с Реалом действует до 2030 года. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. Манчестер Сити готов отпустить Савинью за 80 миллионов евро. Манчестер Сити потребует от потенциальных покупателей вингера Савинью 80 миллионов евро, сообщает Sport Witness со ссылкой на YouTube-канал бразильского журналиста Жоржа Николы. По словам Николы, он общался с агентом игрока Фредерико Мораешем, который сообщил, что горожане не отпустят игрока за меньшую сумму. Агент также подтвердил, что Ман-Сити отклонил предложение Тоттенхэма в 50 миллионов евро. Ранее Фабрицио Романо сообщал, что 21-летний бразильский вингер готов рассмотреть переход в Тоттенхэм, если клубы договорятся о сумме трансфера. Порту хочет подписать игрока сборной Украины. Порту заинтересован в подписании левого защитника Арсенала Александра Зинченко, пишет Give Me Sport. Португальский клуб уже связался с английским по трансферу 28-летнего Зинченко, но переговоры все еще находятся на ранней стадии. У клубов хорошие отношения, поэтому это может помочь в переходе. Считается, что сам Александр открыт к переходу, а Арсенал предпочтет продажу сейчас, чем риск потерять футболиста бесплатно следующим летом, когда завершится его контракт. Ливерпуль подписывает талантливого защитника. 18-летний итальянский центральный защитник Джованни Леони перейдет из Пармы в Ливерпуль, сообщил инсайдер Николас Кира. По данным источника, сумма трансфера составит 35 миллионов евро. Также Парма получит 10% от следующей продажи игрока. В прошлом сезоне Леони сыграл 17 матчей и забил 1 гол. Вингер Астон Виллы может перейти в Рому. Рома может подписать вингера Астон Виллы Леона Бейли, пишет Дэвид Орнштейн. Итальянский клуб уже начал переговоры по трансферу 28-летнего игрока, но пока не направил официальное предложение. Кроме Ромы, Леоном интересуются клубы Саудовской Аравии и Турции, в частности Бешикташ. Бейли выступает за Астон Виллу с августа 2021, когда перешел из Байера за 32 миллиона евро. В прошлом сезоне Ямаец забил 2 гола и отдал 4 ассиста в 38 матчах на клубном уровне. Ман-Сити лидирует в гонке за подписание Доннаруммы. Манчестер Сити проявляет интерес к вратарю ПСЖ Джанлуиджи Доннарумме, который сообщил, что покинет парижский клуб. По данным инсайдера Николас Киры, горожане лидируют в гонке за подписание 26-летнего итальянца. Главной движущей силой являются главный тренер Пеп Гвардиола и нападающий Эрлинг Холланд, которые пытаются убедить спортивного директора Виану подписать голкипера. Манчестер Сити готов начать переговоры по Доннарумме, если Эдерсон уйдет из клуба. Напомним, парижане подписали вратаря летом 2021 года на правах свободного агента из Милана. В текущем сезоне в его активе 39 пропущенных голов в 40 поединках и 11 игр на 0. ПСЖ нашел решение проблемы на вратарской позиции.
Итальянский вратарь французского Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма в своих социальных сетях сообщил об уходе из клуба из-за конфликта с руководством и тренерским штабом парижан. По информации испанских СМИ, парижане из-за этой ситуации приобретут еще одного вратаря. Основным кандидатом на трансфер в Париж является вратарь Барселоны Иньяки Пенья, игра которого лично нравится тренеру парижан Луису Энрике. Суперкубок УЕФА могут расширить до 4 команд и перенести в США или на Ближний Восток. Рассматривается вариант изменения формата Суперкубка УЕФА, сообщает The Telegraph. По данным источника, возможно, в турнире будут участвовать не 2, а 4 команды. Пока неизвестно, как именно будут определяться участники. Сейчас это победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Ранее идея расширения формата Суперкубка рассматривалась, но была отклонена. Теперь ее снова обсуждает УЕФА совместно с Relevant, американской компанией, которая является партнером организации по продаже медиаправ. Также отмечается, что Суперкубок УЕФА может пройти за пределами Европы, в США или на Ближнем Востоке. Президент УЕФА Александр Чеферин ранее говорил, что проведение матчей Лиги Чемпионов за пределами Европы, в частности в США, обсуждалось и является возможным. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА у Тоттенхэма в серии пенальти. Французы подошли к поединку с большой кадровой проблемой. Голкипер команды Доннарумма не сыграл за клуб из-за большого конфликта с руководством клуба, вследствие чего футболист в ближайшее время покинет команду. Заменил его в старте голкипер-новичок Шевалье, который вышел вместо Матвея Сафонова. Уже с начала поединка Тоттенхэм пытался нивелировать любые попытки соперников атаковать и постоянно прессинговал от центральной линии в надежде на контратаки. В итоге команда Франка почти полностью обезопасила свои ворота от посягательств оппонентов до перерыва, а вот в ответ реализовала стандарт на 39-й минуте, когда мяч попрыгал по головам Порро, Ван де Вена и Ромеро на пути с правого фланга на левый и дальше ближе к воротам. И как бы ни пытался спасти ситуацию Шевалье, но у него получилось только перевести мяч в перекладину, после чего голландец сыграл на добивании. А уже в начале второго тайма ситуация для ПСЖ из сложной превратилась в невыносимую, потому что соперники забили во второй раз. На 48-й минуте еще один стандарт от шпор завершился навесом Порро в левый угол вратарской на голову Ромеро, который переиграл новичка парижан в рамке ворот довольно простым, но точным ударом. Однако в конце матча Тоттенхэм очень глубоко сел в оборону, и это дало о себе знать. На 85-й минуте дальний удар с левого фланга от Кан-Ина под правую штангу сократил отставание, а уже в компенсированное время Дембеле нашел мощным прострелом с противоположной стороны поля голову Рамуша перед воротами. Это был камбэк, достойный перевода игры сразу в серию пенальти. При этом в футбольной лотерее ПСЖ тоже рисковал проиграть, ведь уже на первом ударе команды Энрике мимо правой штанги пробил Витинья, но сейв Шевалье во время третьего удара, шпор от Ван де Вена в правый угол, а также ошибка Теля мимо левой штанги перевернули ситуацию с ног на голову. А камбэк французского клуба все же был завершен завоеванием очередного трофея. ПСЖ – победитель Суперкубка УЕФА. Лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА ПСЖ Тоттенхэм признан нападающий парижан Усман Дембеле, сообщает официальный сайт УЕФА. В этой игре Дембеле сделал результативную передачу на Гонсалу Рамуша. Именно с его паса португальский нападающий забил на 94-й минуте и сравнял счет, спасая команду от поражения в основное время. Усман ранее был признан лучшим игроком сезона 2024-25 в Лиге чемпионов по версии УЕФА. Похоже, мы знаем нового обладателя золотого мяча. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами.